Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Let's Game. Сегодня у нас на обзоре советский легкий танк 7-го левела, проходная прокачиваемая ветка ЛТГ. Вот такой вот луноход. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео сразу же, прямо сейчас. И подпишись на канал, если до сих пор не сделал. Ну а мы с вами начинаем. И начинаем, конечно же, с бронирования. Итак, количество модель нашего ЛТГ. Ну и давайте смотреть. У нас, ребята, нету ВЛД. У нас есть просто НЛД в корпусе. Вот так вот. Вот, наверное, один из чуть ли не единственных танков с такой интересной структурой. Да? Вот правильно поставили. НЛД 42. И понятно, как для 7-го левела у нас даже шестые. Мы не будем говорить сейчас про старшего левела. Шестые и пятые левела пробивают насквозь. Башня. А вот тут уже интереснее. 188-190 рикошет. И как для семерки, это ультимативная броня против основных, даже некоторых голдовых снарядов одноклассников. Вот. Рубка тоже неплохо. Что-то есть. 102. Это хорошая защита против фугасных в первую очередь. И 110 у нас маска орудия. Боковое бронирование 40, башня 80. Ну, в целом, по башне-то спереди неплохо бронировано, как для семерки, именно ЛТ. Корпус, да, картон, а вот башня, ой-ой-ой. По основным модулям. Это ЛТшка. Естественно, качаете топовый двигатель, вам нужна подвижность. Качаете топовую ходовую, вам нужна маневренность вашей машины. И, конечно же, топовая рация, которая вам прибавит достаточно количество метров для связи с союзниками. Интересует нас пушка топовая 8-го левела, танк у нас 7-го, а пушка 8-го. 180 альфа на основном и на голдовом снаряде, 300 на фугасе, 144 пробития на основном, 194 на фугасе, 44 на фугасе, 194 на голде, прошу прощения. Да. Заряжается пушка 6 секунд, вот ДПМ 1800, 0,4 точность, не самая лучшая на этом орудии и более-менее нормальное, комфортное время сведения 2,3 секунды. Это все на стоке, все это можно улучшить оборудованием, инструкциями, перками, не знаю, доп. Пайком. Касаемо полевой модернизации. Во втором блоке качаем настройку клапанов. В четвертом блоке настройку механизма заряжания. В пятом блоке дополнительную противоосколочную защиту. По оборудованию. На 7-м левеле, к сожалению, опять же, как и на 6-м и на 5-м, нельзя поставить командирский обзорный прибор. Поэтому стандартный комплект для ЛТшки 7-го левела — это просветленка, это турбина и это малошумная система выхлопа. По снарядам основной у нас бронебойный летит 950 метров в секунду, голда подкалиберная летит 1188 метров в секунду. Фугас у нас летит так же, как ББХ, 950 метров в секунду. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я поставил доп. Паёк, чтобы максимально раскачать возможность данного агрегата. У нас 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам и минусам машины. По сравнению, например, с А20, этой же ветки 5-го левела, там МТ-25, что у нас добавилось, что у нас убавилось, да. Понятно, по пушке, касаемо огневой мощи, у нас выросла альфа, у нас выросло время заряжания из-за этой альфы, но у нас не добавились УВН. Минус 5, как и на 6-м левеле, вот на 5-м, кстати, даже получше, да. Скорость полета снаряда примерно такая же, как на предыдущих левелах. Вот, ничего прям сверхъестественного. Комфортное время сведения, нормальная точность, нормальный средний ДПМ, как для ЛТшки. Вот, чего же добавилось? По ХП 880 стандартный комплект ХП для ЛТшек там 7-го левела, ничего здесь такого сверхъестественного нету. По мобильности 67 вперед, 22 назад, 27,5 лошадей на тонну. Примерно то же самое, что и у шестерки у МТ-25. Скорость, да, та же самая практически. Поэтому по подвижности, ну, нормальная, не сверхъестественное что-то, как, например, А20, который едет 78. Нормальная скорость подвижности. Но вот чем отличается ЛТГ против предыдущих танков этой ветки и против одноклассников других наций. Это хорошая незаметность. 47%, ребят, 47%. Это очень круто. Почти 50% иметь на 7-м левеле. Вот, по обзору 447 метров, чуть-чуть меньше, чем на предшественниках 5-го и 6-го левела. А опять же, это связано из-за чего? У нас низкий силуэт, из-за этого у нас хорошая незаметность. Ну и опять же, это сказывается на обзоре.
меньше, ниже силуэт, меньше обзор. Вот это как раз такая некая корреляция, четкая зависимость от одного от другого. Вот и это здесь есть. В целом, нормальная ЛТшка. Отправляемся в бой, смотрим, на что она способна. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас ЛТГ. ЛТшка советская. 7-го левела попали против 8-ок. Это плохо. Это плохо. Ничего. По одной ЛТшке с каждой стороны, так что надо аккуратненько отыграть нам. Так. Далее ИСУ. Вот. Еще далее. Так, куча ЛТш, ой, куча СТшек, ПТшек на меня надеются. Отступаем. Вы помогать собираетесь, отступаем. Блять, 13.75 сзади. Сука. Сука. Блять. Максимальная скорость снижена. Гусеница восстановлена. Вроде прорвался. На меня на перехват поедет кто-нибудь? Нет, пока вроде нет. Пробитие. Пробитие. Ты гля, какой мелкий. Дрянной мальчишка. Есть пробитие.
Есть пробитие. Как-то мои слабо помогают тут наверху. Мы такие в спиночку забрались. Все, окружили, всех убили. Хорошо. Все, нормалды. Эй. Все на Кинг Тигра. Взорвали. Ну, блин, 2К суммы сделали. Маловато для семерки. Для семерки надо делать 2,5 суммы. А мы сделали 2. Ну, бой, сами видите, турбослив. Я все, в принципе, на ЛТшке отыграл правильно. Все проехал. Кого надо, убил. Но больше просто в этом бою не получилось настрелять. Тезк, можно сказать, за ЛТГ. Корявая немного машина, но, конечно, эксклюзивная незаметность, как для нее на самом-то деле. Вот. Низкий силуэт и, по сути, конечно, не самые лучшие УВНы будут мешать много настреливать. И задача этого танка, в первую очередь, конечно, светить. Вот. И для этого, в принципе, у него все есть. У него почти 50%, повторюсь, незаметность и 447 обзор, что, в принципе, для ЛТшки нормально. Вот. Комфортная ли это вся ветка, которая идет СА-20, дальше МТ-25, сейчас ЛТГ, дальше там ЛТТБ, Т-100 лед и все такое, да? Т-54 обла. Стандартная, обычная, без каких-либо преимуществ, сильно, ярко выраженных, да, на ЛТшку. Ну, можно за исключением взять единственное там более лучшая незаметность по сравнению с одноклассником. Да. ЛТГ очень хорошая незаметность. Вот. Можно на ЛТГ много настрелять, а почему нет? Это ЛТшка. И, соответственно, особенно когда команда выигрывает, из инвиза разбирать противников и не только светить можно. Но на моем пути, в конкретном бою, который сейчас сыграли, не попалось достаточное количество танков, которые можно было из инвиза дамажить. И даже вот пришлось бежать от вражеской ЛТшки, которая меня дамажила, так сказать, филейную заднюю часть. Вот, ребята, кто прошел эту ветку, либо имеет в ангаре ЛТГ, пишите свои комментарии, что вы думаете о данном агрегате, какое вы используете оборудование, вот, как в целом вам ЛТГ, как по мне, по пятибалльной системе, ну, я бы, наверное, все-таки 4 поставил, в первую очередь из-за хорошей незаметности. Вот, а так обычная стандартная ЛТ, незаурядная, в принципе, каких-то прям супер фишечек на этом танке нет. Прожимайте лукс, подписывайтесь на канал. Ну а я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Товарищи танкисты, все больше и больше людей товары приобретают на различных маркетплейсах. Я вам хочу порекомендовать Яндекс.Маркет. Сейчас Яндекс предлагает большое количество товаров со скидкой до 70%. Это товары для дома, разная микроэлектроника, товары для детей. Также я для вас сделал витрину блогера, на которой подобрал различные компьютерные комплектующие, игровые ноутбуки и все необходимое для любого геймера. Ссылку на товары Яндекс со скидкой до 70% и на витрину блогера Индомита вы найдете в описании под роликом. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.